4 столетия мы верили, что за величайшими строками в истории человечества стоит один человек из Стратфорда. Но что, если Уильям Шекспир — это не более чем бренд, за которым скрывались другие? Сегодня споры литературоведов вышли на новый уровень. В дело вмешался искусственный интеллект. Ученые обучили нейросеть узнавать литературный почерк и отправили ее на поиски правды в одну из самых загадочных пьес — «Генрих VIII». Результаты оказались настолько поразительными, что сторонникам классической версии пришлось потесниться. Был ли у Шекспира тайный соавтор, или мы все это время читали чужие тексты? Давайте разберемся. Существовал ли Шекспир? Вот в чем вопрос. Одни исследователи считают, что это имя всего лишь псевдоним менее известного драматурга. Другие утверждают, что авторами многочисленных произведений были сразу несколько человек. Третьи выдвигают гипотезу, что часть его текстов создана в соавторстве. Например, в 1850 году литературные критики предположили, что пьеса «Генрих VIII» написана совместно с Джоном Флетчером, английским драматургом, работавшим в жанре трагикомедии. Флетчер любил сотрудничать с коллегами. До наших дней дошло более 50 его произведений, из которых только 15 написаны самостоятельно. Сторонники этой гипотезы указывали на то, что в отдельных сценах Генриха VIII автор нарушает привычный ритм, использует другой словарный запас и часто сокращает слова. Это характерно как раз для Флетчера. Он охотно отступал от пятистопного ямба, добавляя в конце строки короткие слова «Sir still next», а также заменял «you» на «ye» и «them» на «em». Особенно страстные споры велись вокруг того, чьему перу принадлежат пролог и эпилог, нетипичные для Шекспира. Ученый из Чешского института литературы решил проверить эту теорию с помощью нейросети. Программу обучили на нескольких известных произведениях Шекспира, Флетчера и Массингера, которого некоторые критики называют еще одним кандидатом на авторство. Пьесу поделили на 17 частей, по которым программа прошлась 30 раз. Она выделила для каждого драматурга 500 наиболее распространенных слов и искала их в тексте Генриха VIII. Кроме того, нейросеть анализировала ритмику произведения. Результат получился довольно любопытным. Из 17 сцен только 2 можно приписать Массингеру, так что его участие маловероятно. Шекспиру по версии нейросети принадлежат 7 сцен, а Флетчеру — 5. К сожалению, пролог, эпилог и одна из сцен, частично написанная прозой, так и не получили однозначной оценки. Автор исследования подчеркивает, что программа не дает окончательного ответа, однако она явно указывает на фрагменты пьесы, которые могут принадлежать перу совершенно другого человека. Так что у сторонников идеи, что Шекспир не всегда работал самостоятельно, появился еще один аргумент. История с нейросетью доказала, даже в классике, которой сотни лет, еще рано ставить точку. Шекспир остается гением, но, похоже, гением, который умел работать в команде. А как вы считаете, важно ли нам знать имя реального автора? Или «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет»? Мог ли один человек создать столько шедевров, или теория о соавторстве кажется вам более логичной? Напишите свое мнение в комментариях. Мы всегда их читаем. Если вам нравятся такие литературные расследования, обязательно поставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые выпуски о загадках истории и возможностях искусственного интеллекта. Ваша поддержка помогает нам копать глубже и искать истину там, где другие видят только легенды. До встречи в следующем видео.